Задача. Определить расстояние от точки D до плоскости ABC методом перемены плоскостей проекции. Обратите внимание, что точка, видите, у нас находится в пределах треугольника ABC, но это вовсе не означает, что эта точка лежит в этой плоскости. Точка находится отдельно. Для нахождения расстояния нам необходимо сделать следующее. Воспользоваться либо фронталью, либо горизонталью. Если мы возьмем здесь, построим фронталь, то у нас чертеж пойдет вот туда вправо вверх. Поэтому, наверное, удобнее воспользоваться в данном случае горизонталью. Проведем горизонталь через точку А2, проекцию А2. Проводим горизонталь. Отмечаем точку пересечения. Проводим вертикально линию связи вниз до пересечения с BC. В месте пересечения отмечаем точку. И соединяем точку А, проекцию точки А, с полученной точкой. Вот у нас получилась горизонталь. Отметим полученные точки. Первое это будет точка 1, проекция 2. Точка 1, проекция 1. Это у нас будет горизонталь. Обозначим ее маленькой буквой H, проекция 2. И это горизонталь H, проекция 1. Поправлю, так, чтобы это было рядышком и было понятно, что к чему относится. И здесь перенесу точку 1 поближе и саму горизонталь поближе. Далее, обратите внимание, что у нас есть две плоскости проекции. P1 и P2. Горизонтальная плоскость и фронтальная. У нас еще есть и третья, профильная плоскость, но мы ей не пользуемся. Проведем новую линию пересечения плоскостей, то есть создадим новую плоскость. И проведем мы ее не просто так, а проведем ее перпендикулярно горизонтали. То есть, чтобы она была перпендикулярна. Перпендикулярно это у меня получится вот так. В этом случае. И вторую половинку. Обозначим. Плоскость P1 как была, так у нас и останется. А вот новая плоскость, это будет у нас плоскость P4. Почему 4? Потому что у нас P3 есть, но мы ей не пользуемся. И следующая новая плоскость будет P4. Теперь посмотрите. Вот у нас была плоскость P1 и была P2. P1 осталась, а вот эта новая получилась P4. То есть, что мы сделали? Мы взяли вот эту плоскость, удалили. Не удалили, но ее и не пользуемся. Все, ее нету. И где же будут у нас проекции точек А, Б, С на новой плоскости? Очевидно, что они будут лежать на линиях связи. И эти линии связи будут у нас перпендикулярны новой нашей линии пересечения. То есть это будет у нас вот так. От точки С линии эти связи. Дальше от А она идет. От Б перпендикулярно новой оси. И от D тоже перпендикулярно. Вот так.
Я их чуть-чуть продлю, чтобы удобнее было строить дальше линии связи. Теперь мы знаем линии связи, на которых лежат проекции. Теперь надо нам отложить расстояние от новой оси до точек проекций. Какое это расстояние будет? А это будет вот это расстояние с той плоскости, откуда которую мы убрали. То есть расстояние от точки С до оси было 10 миллиметров. Такое же расстояние мы откладываем здесь 10 миллиметров. И в конце я обозначу точку. Дальше. Расстояние от точки А до оси было у нас 40 миллиметров. Откладываю расстояние от точки А сюда до оси 40 миллиметров. В конце обозначаю точку. Дальше. Расстояние от точки Б до оси пересечения было 75 миллиметров. Это расстояние от точки Б. 75 я и откладываю. В конце обозначаю точку. И расстояние от точки D у нас было вот это 65 миллиметров. Строим 65 миллиметров. В конце обозначаем точку D. Ну, давайте подпишем полученные точки. Значит, эта точка у нас получилась D, проекция 4. Эта точка будет у нас C, проекция 4. Это будет у нас А, проекция 4. И это будет у нас B, проекция 4. Теперь соединим полученные точки. Вот. И смотрите, что у нас получилось. Наша плоскость, заданная треугольником, отобразилась в виде прямой линии. Но очевидно, что расстояние от точки до плоскости это будет перпендикуляр, опущенный с точки D на плоскость. Вот угол здесь, давайте обозначим все углы, там где мы строили. Вот этот угол должен быть 90 градусов. Ну и здесь, где мы строили ось, вот этот угол тоже 90 градусов. Задача решена.